казни украинских солдат. Лукашенко строит музей имени себя, а в Пентагоне подбивают итоги так называемой СВО. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самое важное и интересные новости. Литва укрепляет границу с Калининградской областью. Это комплекс мер. Мы должны четко понимать это, когда говорим об укреплениях и контрмобильности. Новый пакет помощи от США и подсчеты российских потерь от Пентагона. С момента нашей встречи в июне Соединенные Штаты выделили более 4 миллиардов долларов в качестве новой помощи Украине в сфере безопасности. Выставка со столетней историей открывается в Берлине. Выставка, которая показывает то, что инновации могут улучшить нашу жизнь, является основой для экономического процветания и прогресса. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии и подписываться на канал тоже не забывайте. Поехали. CNN публикует видео казни украинских солдат, которые сдаются в плен. По понятным причинам мы не можем показывать это видео тут, но украинский омбудсмен уже заявил об обращении в ООН и Красный Крест. Но вместе с тем говорит, что Россия грубо нарушает Женевские конвенции, согласно которым она должна сохранять жизни тех, кто сдается в плен. Продолжающаяся война гибридная. РФ намеренно расстреливает украинских военнопленных и распространяет подобные видео в информационном пространстве. Таким образом, оккупанты хотят запугать украинцев, но на самом деле они лишь показывают свое истинное лицо – террористы и убийцы. К сожалению, это и правда не первый и не единственный случай нарушения Женевских конвенций российскими военными. Но омбудсмен утверждает, что не стоит верить всему, что публикует враг, и всю информацию нужно таки проверять. Итоги встречи в формате «Рамштайн». Новые пакеты помощи получит Украина от партнеров. Министр обороны США анонсировал новый пакет помощи. По крайней мере, он касается того, что предоставит Вашингтон. С момента нашей встречи в июне Соединенные Штаты выделили более 4 миллиардов долларов в качестве новой помощи Украине в сфере безопасности. Мы нацелены на удовлетворение приоритетных потребностей Украины, включая противовоздушную оборону, огневые средства и бронетехнику. Я рад сообщить, что президент Байден объявит сегодня о дополнительном пакете помощи Украине в области безопасности на 250 миллионов долларов. Он позволит найти дополнительные возможности для удовлетворения меняющихся потребностей Украины и предоставит их как можно скорее. Также глава Пентагона говорит о потерях россиян. По американским подсчетам, более 350 тысяч российских военнослужащих были убиты или ранены. Украинцы потопили или повредили 32 российских корабля и уничтожили 97 российских боевых самолетов. Украина вытеснила все крупные российские военные суда из Крыма и оттеснила российский Черноморский флот дальше на восток. В прошлом месяце Украина потопила один из 3 российских паромов в Керченском проливе в оккупированном Россией Крыму, что серьезно сократило возможности Федерации по переброске техники и войск в Украину. В первую очередь мы ожидаем укрепления системы противовоздушной обороны. Мы ожидаем получения необходимых нам систем Patriot, которые позволят гарантировать и обеспечить жизнь мирного гражданского населения в целом ряде городов Украины. Мы ожидаем также оружие широкого радиуса действия. Но есть еще одно очень важное ожидание, о котором, я уверен, будут говорить в первую очередь представители Украины. Это необходимость снять все ограничения на использование западного оружия, в первую очередь оружия дальнего радиуса действия на территории государства-агрессора. Это крайне необходимо, поскольку выиграть войну с завязанными руками, как это происходит сейчас, довольно сложно. Стоит ли спешить с подготовкой пилотов? Один из главных вопросов, которые, по мнению журналистов The Wall Street Journal, ставят себе западные союзники Киева.
Они сомневаются в правильности решения Киева поставить на боевое дежурство самолеты, которые прибыли несколько недель тому, и пилотов, которые прошли короткий курс обучения. Сомнения зародились после авиакатастрофы, в которой Украина потеряла один из своих новых истребителей F-16. Журналисты издания напоминают, что причины авиакатастрофы следователи так и не озвучили. Виктор Орбан продолжает критиковать Европейский Союз. Говорит, в прошлом Еврокомиссия потерпела неудачу в том, что касается конкурентоспособности европейской экономики, миграции и прекращения войны. И он подчеркнул, новая Еврокомиссия – это, по сути, та же самая Еврокомиссия, несмотря на желание избирателей. Орбан продолжает говорить о том, что нужно остановить миграцию и пересмотреть европейское законодательство. Суть трудностей заключается в следующем. Предыдущая комиссия оказалась очень неудачной с точки зрения конкурентоспособности европейской экономики, миграции и прекращения войны. В общем, это была неудачная комиссия. Но теперь элита из Брюсселя решила создать, по сути, ту же самую комиссию. Поэтому я очень верю в то, что люди могут измениться, и тогда они смогут показывать лучшие результаты, чем раньше. Но поверить в это трудно. Поэтому я стараюсь поддерживать Еврокомиссию настолько, насколько это возможно. Но будучи рациональным человеком, я думаю, что мы пренебрегли желанием избирателей к переменам. А в Брюсселе все тот же истеблишмент, и это нехорошо. Литва начинает укреплять границу с Калининградской областью. Там появились так называемые зубы дракона, противотанковые ежи, колючая проволока и мины. Пока только в 2 точках, но в ближайшем будущем их должно стать больше, говорит министр обороны. Это комплекс мер. Мы должны четко понимать это, когда говорим об укреплениях и контрмобильности. Это мины, артиллерийский огонь, прикрывающий физические барьеры, и, конечно же, сами барьеры. Существует 27 парков контрмобильности. Они уже заполняются, средства уже на подходе, и они будут 4 типов. 2 из них вы можете увидеть здесь. Это зубы дракона или тетраэдры, монтируемые ежи, железобетонные блоки, испанские лошади. Вот 4 меры, которые осенью прибудут в наши 27 парков контрмобильности. Юбилейная международная выставка бытовой электроники открывается в Берлине. В честь 100-летнего юбилея выставки название ее теперь звучит как «Инновации для всех». Большое внимание организаторы уделяют искусственному интеллекту, который теперь будет способствовать росту экономики. Выставка, которая показывает то, что инновации могут улучшить нашу жизнь, является основой для экономического процветания и прогресса, в которых мы нуждаемся не только в нашей стране, но и во многих других странах мира. Не нужно бояться этих изменений. По сути, они облегчают нашу жизнь, а также приносят с собой важную вещь – рабочие места и занятость. Потому что ясно одно – все, что мы умели делать в течение долгого времени, становится все менее и менее прибыльным и все менее и менее способным обеспечить наше процветание. Все, что мы разрабатываем заново, является залогом нашего успеха в будущем. В связи с этим важно, чтобы немецкая экономическая модель продолжала основываться на исследованиях, разработках и инновациях. Мы являемся единственной крупной страной в Европе, которая тратит более 3% своего экономического производства на исследования и разработки. Это также является основой нашего экспортного успеха и экономического процветания. Хоть и не все так позитивно, говорят организаторы, ковид заметно подкосил ряды участников и активность покупателей. В Беларуси будет новый музей национальной истории, который строят лукашенковские специалисты, видимо, для того, чтобы воссоздать историю так, как она есть, но так, как только они умеют. Музей должен быть правдивым и объективным. Никакой политизации, никакого «ура» в отношении Лукашенко, Петровых, Сидоровых, которые якобы вершили историю, а народа при этом не видно. Все должно быть абсолютно объективно и заслуженно. Надо подчеркнуть особые страницы истории нашего государства. Это естественно, мы это сделаем, но эти страницы в истории должны быть. Прятать, я тоже думаю, ничего не надо.
Музей хотят разместить на месте некогда популярного парка аттракционов Dreamland, который загнулся в условиях лукашенковской стабильности. Мне остается добавить, что мы существуем только благодаря вашей поддержке, ваше спонсорство, донаты и то, что вы нажимаете кнопочку «Супер спасибо», тем самым поддерживая нас, помогает создавать новые видео, поэтому мы призываем вас не останавливаться на достигнутом и развиваться вместе с нами. И если вы живете в России или в Беларуси, смотреть нас безопасно можно через VPN. Как именно, инструкцию мы прикрепили к этому видео. Не забывайте также ставить лайки, оставлять комментарии, подписываться на канал. Все это тоже очень важно. У меня на этом все. До встречи. Хороших вам новостей.